Кому-то в Киеве не было, это печально. Гость нашей студии Владимир Жириновский. Здравствуйте, Владимир Вольфович. Добрый вечер. Печально в Киеве в том смысле, что вы не только в санкционном списке ЕС новом, но и в розыск вас объявили украинцы. Правда, надежды на то, что Интерпол вас объявит, в розыск у них нет. Да. Ну, это естественно, поскольку я от имени ЛДПР 25 лет занимаем одну и ту же позицию. И по поводу Крыма высказывался еще в 1992 году. И сказал, что Крым будет российский, вернется. Ну и сейчас, в последнее время, постоянно занимаю позиции защиты населения Новороссии. На юге у бывшей Украины для меня нет понятия, что это составные части, значит, киевского государства. Это Новороссия. И буду всегда выступать в защиту этого населения. Уверен, что придет время, и они смогут определить свою судьбу. Здесь сразу хочу всем показать причины вот такого международного напряжения. Некоторые говорят, что, мол, как это так, Крым возвращается в Россию. Почему? Называют там аннексией, захват и так далее. Но проводится референдум. И два пути раздела государств. Или референдум, или происходит самостоятельный раздел, и мировое сообщество воспринимает это как факт. Ну вот Российская империя. Разделили ее. Все восприняли как факт. Потом мы соединили Советский Союз. Восприняли как факт. Потом проводим референдумы. Возьмите, Беловежская пуща. Ведь незаконное все. Запад хорошо сразу признает все новые государства. Но когда то же самое делается... самое при развале Югославии, да, кстати. Югославия, развал Югославии. Немцы же первыми тогда и первые скорее принимают. То есть давайте идти законным путем. Никто не имеет права выделяться самостоятельно, вообще поставить вопрос. Все. Тогда сохраняется Российская империя или Советский Союз. Или по факту признаем случившееся. Вот Крым случилось, все, признавайте. То есть два пути у мира. Они выбрали третий путь. Насилие, Киев и Брюссель. Тут есть одна тонкость. Какая? Вот смотрите, в следующий четверг ведь будет референдум по отделению Шотландии, возможному Шотландии и Соединенного Королевства. И британские политики многие, когда проводится параллель между волеизъявлением народа в Крыму и предстоящим референдумом в Шотландии, говорят, нет. Мы это выполнили норму Венецианской комиссии Совета Европы, дали 1,5 года на дебаты, и только после этого провели референдум. Что скажете? Но опять это навязывание своих собственных каких-то стандартов. Но Россия ведь член Совета Европы. Мир разный. Мир разный. Ну, если есть... А как Косово они создали независимое государство? Они объяснили, что не могут они жить в составе Югославии. И проголосовали не на референдуме, а в парламенте. Просто в парламенте. То же самое русские в Крыму не желают и правильно жить в составе Украины. Знаете, я к этому даже добавил бы другое соображение. В Крыму было не 1,5 года дебатов, было 23 года дебатов. 23 года. Больше скажу, 60 лет. С 1954 года. Ну, в общем, да. Когда Хрущев передал, они не поняли ничего. Они считали себя частью Советского Союза. Когда не было прямого подразделения. Сколько я ездил в Крым при советской власти, там какие-то украинские слова, спилка, милка, думаю, что вообще повесили? Ну, думаю, ладно, пусть висит. Я воспринимал Крым, как это наша родина. Я ехал в Крым как часть моей общей страны. Поэтому или мы не признаем Беловежские соглашения и возвращаемся к границам Советского Союза, или мы признаем по факту, как создание СССР, по факту восприняли. Хотя силы, Красная Армия, штыки, сабли. Поэтому только два варианта. Или по закону, или через референдум. Крым и по закону Россия это, и через референдум. Что еще нужно им? В том числе и Донбасс. Вот если бы мы, допустим, претендовали бы на Закарпатье, Львовская область, и то по итогам войны 1945 год у нас есть право. Мы эти части забрали у Польши. Как и Польша, а Польша может стать незаконным государством. У Чехословакии. У Чехословакии, там, допустим, у Румынии что-то. Я говорю, в целом. Мы все это забрали, бывшие части Российской империи, и по факту, раз там рядом Украина, включили в состав Советской Украины. Но чисто административно мы вовсе никакой государственный акт не принимали. Поэтому надо исходить только из этого. Возьмите Кипр. Турция вводит войска вводит, член НАТО.
и оккупируют часть Северного Кипра. Принцип какой? Там живут в основном турки. Турки и греки непримиримы. Хуже, чем грузины и абхазы. И тем более разная вера. Ну и что Европа? 30 лет, 40 лет уже. 40 лет ровно в этом году. 40 лет эта республика признана Турцией только. Но с другой стороны, поставили себе буферную зону между греческой и турецкой частью и сохранили мир. Да. Но момент был сперва оккупация. Сперва там убивали, захватывали, жгли, насиловали. Целая дивизия турецкая высадилась. А потом, чтобы дальше не шли военные действия, сделали буферную зону, так сказать. Это уже другой вопрос. Но существует порядок в мире. Мы должны или все по закону действовать, согласен. По закону все действуем. Тогда мы должны, так сказать, сегодня наказать нацистов в Киеве. Посмотрите, как хитро делают. Они, Тягнебок, партия свободы, должны были сейчас долбать бы евреев и поляков. Нет, им запретили эту тему. Поляков не трогай, венгров не трогай, румын не трогай, евреев не трогай. Только по русским бей. Это что, разве нацистская партия? Они уже даже в идеологию чужой партии влезают. И кукловоды указывают, Тягнебок, только занимайся русскими. А по-настоящему нацистская партия – это сперва евреи, потом цыгане, потом ближайшие нацмены, которые есть. Тогда вы действительно фашистская партия, вы хотите показать, что вы самые лучшие в этой стране. Знаете, у меня днями была встреча, случайная, но с одним моим давним английским коллегой. Очень разумный человек. Мы с ним заговорили обо всем этом. Он говорит, ну вот как же так на востоке Украины? Я говорю, послушай, а то, что в феврале-марте происходило на Западе с захватом армейских частей, с разгромом, и действительно нет на что ответить. Тем не менее, Владимир Владимирович, вы пару сейчас мыслей бросили столь радикальных, что не скоро вас в въезд обратно пустят. Я много раз бывал на Украине. Уже в январе 2013 года я почувствовал недоброе отношение. Пресс-конференция. И вдруг какая-то девушка кидает меня квашеной капустой. Я спрашиваю, за что? Почему? Она говорит, вы не любите Украину. То есть там выросло поколение, которое считает врагами всех, кто не любит Украину. Этого не было даже в фашистской Германии. Или в Италии при Муссолини, при греческих полковников. То есть им навязали уже это вот, понятие, что Украина – это счастливое место, а все остальные, кто как-то вот по-недоброму отзывается об Украине, это враг. Его нужно, как говорится, убивать, оскорблять, унижать. Поэтому никакие санкции, никаких списках меня это абсолютно не трогает. Даже вот это вызывает у меня определенную гордость, радость. Это признание всей Европой, представляете, Евросоюз, там 28 стран, мои заслуги перед русским народом. Я буду требовать орден за заслуги перед Отечеством второй степени. У вас уже есть четвертая и третья есть. Теперь буду требовать вторую. И через пару лет и первую степень получу. И буду продолжать защищать. И Донецк буду, и Луганск. И пусть в Киеве знают, что и Херсон – это Россия, и Николаев, Днепропетровск, Харьков, Одесса, Тирасполь. Тут есть один момент. Может, вам и все равно, вы сказали, что у вас нет там ни собственности в ЕС, и туристические объекты европейские вы давно уже оглядели. Но вот что вы, что Иван Мельников, коммунист, в данном случае вы оказываетесь в одной лодке, запомнились тем, что не раз и не два очень интересно выступали, например, на парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге. Страсбург – это территория Франции, Франция – это ЕС, въезд вам туда сейчас запрещен. Не жаль вам того, что межпарламентский диалог прерывается из-за этих санкций? Нет, ведь в списке внесли максимум 10 депутатов. А 440 никакой проблемы нет. И я в делегацию не вхожу. Поэтому пусть сюда приезжают, если надо. Мы здесь устроим диалог. Поэтому проблемы нет. Другое дело, я хочу предупредить наших граждан, которые покупают там квартиры, держат там деньги. В определенный момент у вас все отберут. Пусть об этом подумают. Вот так же список включат. Вы не имеете права ехать, заблокируют счета, и под видом нахождения наркотиков, наркопритона якобы в вашей квартире или в вашем особняке. Помните у одного нашего красноярского губернатора? Воры залезли там, что-то искали в его вилле. То есть отберут все. Всех предупреждаю, не покупайте ничего за границей и никаких денег за границей. Вы много видели американских дач, допустим, на территории России или вообще за границей? Во Франции видел, в России нет. Ну, случайно такое. Это совсем уже какой-нибудь мошенник старается из Америки сбежать. И деньги все хранят дома, а лучше всего их тратить, как я. Вот вы видели меня вчера в красном костюме? Да, уже появился человек, просит отдать ему. Я отдам. И то есть все, что у меня просят, я отдаю. Людям все отдавайте. Поэтому про заграницу, у нас за границей вся наша страна. И
все наши соседи на юге, на востоке. И все это временно. А они страдают, не мы. И им будет хуже. Они теряют огромные деньги. Они нашу страну взорвали в 17-91, чтобы получить рынок сбыта. И теперь закрывать им совершенно не хочется. Наоборот. То есть они, как вот они породили талибов, теперь мучаются. Породили боевиков в Сирии и в Ираке, теперь мучаются. Так и здесь. Они заставляют нас развивать все свое. И нам от них ничего будет не надо. И у них уже нельзя будет взорвать нас. Уже не будет ни монархии, нет царя, ни советской власти. Как взорвать? Никакой Майдан уже не пройдет никогда у нас в стране. Поэтому всех прошу поменьше смотреть на заграницу. Она чахнет, она гибнет, она слабая. Америка под себя подмяла Европу, Европа взбунтуется. Европа выйдет на улицы, и будет европейский Майдан, и американцев погонят, и нацистов. Спасибо. Владимир Жириновский был гостем нашей студии.